Всем привет, ребятушки! Всем привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И сегодня у нас третья свадьба в Китае на острове Хайнань. А еще мы вам расскажем, как выйти замуж за китайца. А если вы смотрите этот выпуск без подписки, то нажимайте вот на эту кнопочку подписаться, там на колокольчик. Вы всегда будете узнавать о выпуске новых серий. Погнали! Наши фотографы живут в Санье. У них такой элитный район. Причем здесь такой, знаете, искусственный остров. И здесь очень много кондиков, то есть обычные дома, где можно купить себе квартиру. Но здесь уже по-любому все раскуплено. Вот такой район, смотрите, какой крутой. Вообще классно. Тут даже гулять приятно. Вот, блин, люди живут, да? Вот такие вот дома. Получается, пятиэтажные. А зацените, какой подъезд. Вход так поднимаешься. Крутяк, да? Я в восторге, конечно. Я бы здесь хотел жить. Фига, и свет автоматически зажегся. То есть мы зашли. Свет вот такой лифт, смотрите, крутой. Камеры установлены. Как у нас тоже реклама везде на стенах висит. Вот обычные лифты в жилых домах здесь. Привет, привет. Привет. Это с камерой ничего? Ничего. Можно снимать, да? Привет. Ты сразу снимаешь? Да. Сходу. Как вас зовут? Таня. Таня и Макс. Макс. Всем. Все, привет, ребята. Все, заходите, чувствуйте себя как дома. Спасибо. Как я понимаю, у нас по ходу дела будет фотосессия в китайском стиле. Таня, расскажи вообще, ты давно здесь живешь? Я на Хайнане уже живу примерно 15 лет. Приехать в сам Китай очень много сейчас возможностей, но главная проблема – это виза, так как Китай очень сильно следит за визовым порядком. И, ребят, кто думает на самом деле, что вы легко сюда приедете, устроитесь на работу, то как бы можете переживать, что милиция все знает, и если вы устроитесь незаконно, возможно, вас депортируют. Поэтому я вам советую перед тем, как ехать в Китай, уже заранее найти работу и обязательно узнать, на каких условиях вы едете. А расскажи, пожалуйста, ты вообще как сюда попала? И сложно ли тебе было здесь с китайцами? Ты знала китайский, кстати? Да, я китайский знала, как я сюда попала. Я на самом деле закончила международный факультет по специальности социально-культурный сервис и туризм в городе Хабаровске. И я работала в Благовещенске в компании «Интурист». Это очень знаменитая на тот момент была фирма. Я работала гид-переводчик, я возила, да, группы по всему Китаю. То есть Санья, это, наверное, мой последний пункт был. То есть если ты попадаешь в Санья, это значит самый крутой гид в этой компании. Вот, потому что обычно там Вэйдэхэ, Циндао, Далянь. И здесь я работала, возила сюда группы на протяжении, может быть, года или больше. Познакомилась здесь с китайцами. И потом мне не позвонили. На самом деле я считаю, что это был знак. Я вам сейчас расскажу. У меня было 2 сим-карты. 2 китайские сим-карты. Одна была, на которой я постоянно сидела, звонила по Китаю, так как я работала с ним. А вторая карточка именно острова Хайнань, хайнаньская. И мне надо было по делам позвонить в Китай, я уже не помню по какому вопросу, вот, и у меня там заканчиваются деньги на моей карте, что делать, вот, и вспоминаю, что у меня где-то завалялась хайнаньская карта, достаю ее, и в этот момент мне звонит знакомая китаянка и говорит: Таня, мне нужен моему знакомому менеджер в туристическую фирму, приезжай. Я прихожу в «Интурист», говорю: ребят, ну вот мне предложили на Хайнане работать, что делать? Я не боялась, не переживала, вот, потому что здесь много раз была, китайский знаю. И мне говорят: ну обмани зиму. Обмани зиму, съезди типа на зиму, 3 месяца потуси, поработай и приедешь. Я говорю: слушайте, хорошая идея, поеду-ка я обману зиму. И вот так вот обманываю уже лет 15. Классное выражение, да, обмануть зиму. Правда ли, что здесь нельзя жить в 2 отелях сразу? Просто мы обычно вот так заселяемся в один, там типа вещи оставляем, а потом, например, там типа на 8 марта хотим в другой отель заселиться, в более дорогой, например. Нет, нельзя, потому что вас регистрирует отель, и все ваши данные полностью посылают в полицию. Вот, и если вы приезжаете в другой отель, они смотрят, что вы зарегистрированы в другом месте, и они вас еще не могут раз зарегистрировать. А если будет какая-то проверка, и полиция узнает, что живут иностранцы без регистрации, отель оштрафует. И, естественно, это никому не надо, там, потерять миллионы юаней, чтобы просто поселить кого-то, допустим, на ночь или 2. Нужно обязательно. Вот, и еще очень много туристов, которые приезжают. Вы приехали по визе, а очень много сюда приезжают
приезжают туристов, которые приезжают по спискам, туристическим спискам, то есть у них нету визы, их заносят в список. И они проходят таможню. С такими списками еще сложнее покинуть отель, потому что многие спрашивают, почему вот какие-то разборки начинают делать. Дело в том, что когда фирма делает этот список, она заранее за вас отвечает. Она вносит все ваши данные, и она под свою ответственность вас без визы берет. Поэтому, когда вы куда-то уезжаете без того, чтобы сказать, да, например, фирме, мы там уезжаем на остров Феникс пожить или еще в другом месте, фирма за вас отвечает, и не дай бог что-то с вами случится, на фирму повесят тоже штраф. Мне такое впечатление, что у меня свадьба второй раз. Я тоже приоделся чуть-чуть, видите, там. У меня тоже 3-я свадьба сегодня будет. Прикольное платье вообще. Спасибо. Класс. Представляете, все платья можно взять на прокат, не обязательно натащить с собой, это так круто. Ну, можно такое, кстати. Очень много разных побрякушек на голову, там вот сережки Это всякие. все бесплатно. Меня сейчас все уговаривали, типа, рубашку погладить, то вы все время пишете, Лиза, рубашку не погладила, Виталику. Это я просто не хочу. Нет времени, все, идем на фотосессию. Идем по территории этого комплекса, будем прямо здесь фоткаться. Первая часть фотосессии у нас такая обычная свадебная, потом еще будет в китайском стиле. Ну, все секреты рассказал. Сейчас у нас первая локация будет вот на этом мосту. Посмотрите, какая красотища здесь. Это все, это жилой комплекс. Так люди живут. В таких условиях классных, вообще обалденно. Ты сними свои тапки, ты не показал. А, у меня же супер классные тапки, смотрите, носки. Это тоже все у нас в прокат, видите? Я весь в прокате. Так делаются фотографии, то есть шлейф кидается в воздух, вот там стоит фотограф. Как вы поняли, то здесь самый главный фотограф это Макс, он фотографирует, а Таня у нас визажист, которая делает девушек, стилист, да, очень красивыми. То есть платье кидается, быстро отбегается и как будто платье в воздухе зависает. Это огромный опыт. С первого раза не получается, да? Мы сейчас идем по парку, который находится внутри этого жилого комплекса. И получается, это территория только для тех людей, которые живут здесь. Потому что сюда просто так не проедешь. Представляете? Вот это обычные дома обычных жителей. То есть любой человек может купить здесь квартиру, и здесь такая атмосфера. Как будто в каком-то национальном парке находишься. А сколько здесь квартира стоит? Купить? Да. Примерно 2 спальни зал, 3-комнатная квартира стоит на данный момент где-то 30 миллионов рублей. Ага. Если большая квартира 4-комнатная, около 50 миллионов рублей. А сколько стоит арендовать в месяц? Арендовать в среднем стоит за год оплата, потому что в Китае всегда платят за год. За год примерно 3-комнатная 500 тысяч рублей стоит. Сразу платите за год. Многие до сих пор думают, что Китай это такая, знаете, бедная страна, здесь очень дешево. Здесь вот на острове Хайнань прожиточный минимум 20 тысяч юаней, представляете, на семью. 20 тысяч юаней. То есть, чтобы прожить здесь, только вдумайтесь. И вообще, глядя вот на эту вот атмосферу, вы сами понимаете, что Китай уже давно перешел ту грань. Это развитое государство. Здесь все на высшем уровне, нанотехнологии, все в этом духе. Так что не нужно так думать. А у нас с вами в России вообще нет своей микроэлектроники даже. А государство, у которого микроэлектроника развитая, в которую вкладываются деньги, вот то государство сейчас и лидирующее место занимает. И сейчас идет война за умы. То есть
та страна, в которой больше умных голов, которые придумывают все эти технологии, которые развивают эту сферу, вот та страна, ту страну и стоит бояться. А у Лизы до сих пор, посмотрите, следы остались от банок, видите? Поэтому мы спиной не фоткаемся. Смена платьев у нас происходит прямо здесь. Слушай, вот так оставляйте. Классно. Сейчас будет стриптиз. Опа-на. Слабо незаметно переодеться. Сейчас все будет. Сейчас как в этом. Понимай. Так. Вы видали, что творят? Смотрите, они вот так переодеваются. Похож на кокон. Сейчас гусеница превратится в бабочку. О, все готово. Новое платье. Новые приключения. Ну что там, красивенько Сейчас смотрится. будем справлять свадьбу. 30-я годовщина нашей свадьбы на Хайнане. Посмотрите, какие улочки здесь. Вот вдоль этого пруда можно просто выходить днем, вечером гуляешь. Вот сами эти жилые дома, балконы выходят прямо на эту сторону. Конечно, здесь жить, наверное, одно удовольствие. Пальмы с кокосами растут. Красотища. Фотографируют нас вот такой вот аппаратурой. Посмотрите, какой огромный объектив. Летаем на втором Мавике, получается. Mavic 2. Сейчас Лиза у нас одна фотографируется. Вот так она на таком пирсике сидит. Кстати, друзья, Макс топовый фотограф Китая. Я думаю, у нас должны быть очень классные фотки. И чтобы вы в этом сами убедились, вот наш Инстаграм. Если вы не подписаны, ну, в чем дело? Быстренько подписываемся. Там мы все в реальном времени выкладываем, фотки и прямые трансляции и сторис. А как эта игра называется? Вот это... Мадяо? Мадя. Мадя. Ага. Мадя. Ага, вот такая игра. Это типа эти, что ли? Домино, да? Китайское домино? Нет, это не Нет? домино, здесь... Маджонг. То есть нужно поставить одинаковую штуку, правильно, к себе построить? Не, нужно себе собрать. Нужно себе собрать комбинацию, какую-то определенную комбинацию. Они меняются, куда-то выбрасывают. Ага. И они, и еще, хоть в Китае это запрещено, обычно бабушки и дедушки играют в мадян на деньги. И бывают у них очень-очень большие ставки, вплоть до миллионов. А вот а бывает просто там по юаню, по 2, они вот скидывают. Вот смотрите, про деньги я вот говорю, видите, 20 юаней дешевле. А, на бабки Я играют. смотрела кино, называется «Ох уж эти богатые азиаты». Очень классное кино про Сингапур снято, и в Сингапуре. И там как раз про семью, которая очень давно переехала из Китая в Сингапур. И там они играли в эту игру, и как раз вот там мама типа вот с невесткой играла, и они там вот выстраивали вообще просто как в фильме. Так круто. А это жители, которые, соответственно, живут в этих квартирах, вот они вечером выходят. Вот понимаю, смотрите, вот посмотрите вот на этих бабушек, да, как они живут. И теперь посмотрите, когда вы из дома выходите, на наших бабушек летом, как они сидят на скамеечках, семечки щелкают, и в принципе больше им нечем заняться. Бабушки не на пенсии. Да, не на пенсии. Вечером они обычно танцуют, занимаются какой-то там что-то типа аэробикой. Как же они живут без пенсии? Ну, зарабатывают деньги до пенсии, либо помогают детям. На бабки играют. Если ты работала не на государство, у тебя пенсии не будет, да? Пенсии не будет. Еще есть у них накопительная система пенсии, допустим, которая пользуется у нас Максим. Он платит сколько? 5000 юаней в год. До... Разный город. Сейчас Ну, в Китае от 5000 до 10 тысяч платить. До 10. В разном городе по-разному от прожиточного минимума. Вот он, Максим у нас с города Тхензиня, там 5000 в год. Максим, сколько? 7 тысяч. А со скольки пенсия? 65, да, вроде бы? Ну, это только пенсия, а если страховка больницу, все вместе получили 12 тысяч. 12 тысяч юаней. Со То есть страховкой он в больницы. год 12 тысяч платит, и что Да. потом И с получается? 65 лет, когда наступает, ему
ему государство сколько? 3000 юаней, но это было, может сейчас больше, Да, давно больше. потом больше, Типа но нашего сейчас... пенсионного Ну, как у фонда. нас, то же да, самое. да, То есть да, ты налоги 3000 платишь, юаней, да. тебе потом пенсию выплачивают, да? Да. Но это не все так делают, у кого как бы есть эти деньги. Дожить бы еще до 5, 7, пенсии. 12 тысяч, да. 65. Но здесь средняя продолжительность жизни высокая, Да, да? высокая 70-80 лет. Вообще, вот у них красавчики. очень много долгожителей, по 100 лет, по 90 Вообще лет. говорят, что здесь на Хайнане один из самых чистых воздухов. Фабрики все закрыты, ребят, все закрыли еще лет 5 назад. Был указ закрыть полностью все фабрики, все производство. Машины, здесь уже запрещено продавать бензиновые. Ну вот потихоньку Что-то вроде в радиусе 100 запрещают. километров, да? Что-то такое. Ну, уже вообще на Хайнане запрещают продавать бензиновые. Машины на 4 бензине. года, через 4 года, ну, во все такое бензин и машина Запретят Хайнан в нельзя Китае. продать. Да, да. То 4 года еще осталось, и все, да, все закроют. Да, да, да. Сейчас Меньше. И уже запрещают ездить на бензиновых скутерах. Вот это Так уже что мы запрещено. последние ребята, которые зацепили еще возможность покататься на бензине. У нас, видите, какой познавательный выпуск получается. Вы вместе с нами узнаете про Китай, параллельно смотрите на Лизончика в платье, на нашу фотосессию. Классно. У нас тут новая локация. Смотрите, мы сделали сердце из пальмы. Вот теперь Лиза будет одна фоткаться. Вообще у ребят прикольно, потому что, смотрите, к ним часто приезжают люди, и они фоткаются на весь год вперед. То есть они берут на 23 февраля, на 8 марта, на День Святого Валентина, на день рождения, на годовщину, потому что у них очень много аксессуаров, всякие зонтики китайские, там много всяких разных украшений, поэтому, мне кажется, идеально. Люди приехали, нафоткались, и потом в течение года все это выкладывают. Мы вот сейчас фоткаемся на нашу годовщину свадьбы, выложим в день годовщины. Remember all we had. How could we get this bad? Where did we lose our glow? You live, you learn. When your heart is set to burn, fading away until the light will return. Someone bring me back to the time when our hearts unite. Здесь в Китае прикольно, мы вот сейчас узнали, ребята купили квадрокоптер, и у них есть возможность в один год 2 раза его поменять на новый квадрокоптер, или просто заменить его на такую же модель. Это стоит 900 юаней, то есть вы за год их отдали, 900 юаней, и 2 раза можете поменять. То есть вам накатались, налетались, этот отдали, вам поменяли на новый. А расскажите, сколько у вас вот для наших подписчиков стоит фотосессия? Для ваших подписчиков самая дешевая фотосессия это 350 юаней. И до нескончаемой суммы, какие пожелания у вас будут, может быть, замок из цветов, все можно сделать. Можно яхту взять, там, трехпалубную, там, Кстати говоря, вот 100-метровую. фотосессия на яхте сколько стоит, включая яхту? Включая яхту, есть 1000 юаней. Фотосессия на яхте, вместе включая яхту, 2 человека, фотограф. И есть еще свадебная церемония на яхте, где яхта только для вас будет. Там будет церемония, все украшено, букет и так далее. Это от 4500 юаней. Мы вообще на самом деле в шоке, потому что цены очень бюджетные. Мы знаем много фотографов, которые на том же самом острове Пхукет берут за час фотосессии 300 баксов. Мы спрашиваем, почему у вас так дешево. А ребята говорят, что сюда приезжают бюджетные туристы, им нужно дешево, и поэтому к ним очень много клиентов обращается. Да, Да? обращаются, просят. На самом деле раньше у нас было от 7500 юаней, но получилось, что много людей просто просило, мы так хотим к вам фотосессию, да, кризис был, мы попасть, можно нам 20 минут хотя бы пофотографироваться, 30 минут. И мы уже придумали вот такие вот, так скажем, эконом-пакеты, чтобы, в принципе, совершенно любой человек может сделать себе очень красивую фотосессию. А платье в аренду 150, 150 юаней, да. да? Вообще, у нас в Питере такие цены на аренду платьев. 15 тысяч рублей. Да, там. свадебные, очень красивые, дорогие платья, все 150 юаней. Мы сейчас едем опять к ребятам домой, будем переодеваться, у нас будет сейчас китайский стиль. А сколько свадьба стоит, кстати, свадьба, если? Ну, у нас есть варианты, как свадебная фотосессия. Допустим, если вы уже сыграли свадьбу в России, в принципе, вас не надо еще раз женить, да, или на острове, то мы предлагаем больше вариант свадебной фотосессии. Допустим, у нас 3-часовая свадебная фотосессия на платной локации. Стоит 2500 юаней, туда уже входит красивый букет для невесты. Арка, да? Входит локация, на этой локации есть арка, есть скалы, то есть там уже все построено для вас, и вы все фотографируете с 3-3 часа. Проверка, проверка. Посмотрим, что тут происходит. Ух ты. Как эта штука называется? Тени. Тени. Палетка, смотри, какая красивая. Да, это настоящая Кэт Von D, лимитированная Аккуратно, палец, серия. палец, палец. Обалденно.
Хоть я в этом ни черта не соображаю. Но верю. Но верит, да. Слушай, ну круто вообще получается. Глаза как раз под цвет вот этих украшений. Очень клево смотрится. Как мы поняли, у многих в семье всегда есть вот такой вот наборчик здесь в Китае, которым люди сами дома могут лечиться. То есть Это банки, и банки. можно, ну, как бы кровоизлияние. так Кровоизлияние. скажем, которое очень полезно для здоровья, причем это подтверждают не только китайские специалисты, но и русские наши врачи. Вот смотрите, вот покупается такая как бы иголочка в аптеке, она дешевая, ее дезинфицируют перед тем, как пользоваться. И вот так вот делают. Сейчас себе не буду. То есть кровь вначале не идет, ничего страшного, и потом вы специальным препаратом как бы зажимаете и ждете. И не он идет воздух кровь. всасывает, да, получается? Всасывает? Да, ну как вот эта вот система банок, но только идет кровь. Идет кровь, и по этой крови врачи или сами уже китайцы, они понимают, болен ли человек, что у него. И как бы если у вас густая темная кровь, это очень большие проблемы в организме. 100% нужно обратиться к врачу. Если у вас красная жидкая, ну такая ярко-красная жидкая, то никаких проблем нету. Но считается в Китае, что нужно обязательно менять кровь. Это ну, не только в Китае, читала, во многих странах. Вот так вот. Просто многие платят за посещение медицинского центра бешеные деньги. Вот, ну, китайцы это все делают дома. Вот такой комплект он стоит копеек. А если вы пойдете делать иголки, это очень страшно. То есть не каждый, даже врач в Китае, имеет лицензию сделать иглоукалывание. Интересно, у нашего врача была лицензия, который нам иголки ставил? В центре Люда, да? Нет, у нас там У какой-то Миши. военный врач. У Миши. Военный врач у Миши. Вот, но вы у него проверяли документы? Нет. Вам просто сказали, что Да. он военный. Военный И вы врач. поверили. Да. Да. Ну, вы видите, какие все наивные приезжают. Но мы-то сюда. пришли массаж делать. Это то, что там приходишь в массаж, как нам сказали, Да, что и- вход 50 юаней, ты приходишь, тебе делают массаж, а потом начинают, ой, тебе сейчас надо банки, вот прямо сейчас иголки. И разводить начинают Да, на разводить бабосике. начинает, вот. Но смотрите, маленькие центры, они вообще не имеют права здесь на Хайнане, но в Китае делать иглоукалывание. Для этого нужен особый документ. И если вам сделали это незаконно, врач должен знать, во-первых, какую иголку взять, да, там широкую, длинную, потом на какое расстояние в тело она должна войти. То есть там на сантиметр, на 2, на 3, как ее прокрутить, да. И представьте, что если вам врач поставил не в ту точку, совершенно спокойно человек может не ходить. Вот. Такие случаи были, и к нам обращались, помогите, вот какие-то там друзья пошли в какой-то центр, их там гиды им там не помогают, или они без гида, вот они теперь ходить не могут, вызвали милицию, вызвали всех, давайте, помогите нам, пожалуйста. Знаешь, иголки Да, поставили, это- ходить человек не может. Да, это настоящие истории, вот. Это очень страшно, и я ни в коем случае не советую иголки. Массаж, да, можете ходить, вот это, А банки? в принципе, безопасно. Банки тоже безопасно, как говорится, нам мама, да, ставила в детстве, бабушка ставила в детстве банки, то есть это совершенно безопасно, мы дома делаем, вот, а именно иголки не делайте, пожалуйста, в дешевых центрах, вот, не дай бог, вы ж не хотите там пожалеть 500 рублей, а потом не ходить и делать операцию. У ребят есть еще вот такой аппарат от Хондроза. Массаж делается, такая штучка прилепляется, крылья такие. Я ходить буду? Да. Током сейчас его шибанет. На там выбрать много. Ага. Сейчас, Виталий. Так, выбирается какой-то, что массировать, да? О! Вот четвертый. Хрена себе. Меня чуть не прибило к полу. Аж вот так просто резко пошло. О, вот это самое Просто мощное. посильнее Такая просто сделайте. ядерная вибрация. Фига, у меня аж мышцы... Вообще жесть. Расслабься, расслабься. Сейчас Расслабься, мощная да, была вообще. ладно. Просто у меня плечи дергаются. Такое ощущение, что я сейчас на электрическом стуле сижу. Кстати говоря, такие тренажеры есть даже на Авито. Вот смотрите, заходим на сайт Авито. И, пожалуйста, миостимулятор 1000 рублей, 8000, 2000. Можно купить вот за 690 рублей вот такой набор, а вот здесь, например, вообще бесплатно отдают. Почему мы вдруг вспомнили про Авито? Потому что сейчас Авито ищет амбассадоров, и мы тоже хотим принять участие в этом конкурсе. Мы бы очень хотели сотрудничать с этой компанией, потому что мы разделяем ее главный принцип. Он заключается в том, что человек сам решает, какую цену поставить за товар или услугу, или вообще отдать бесплатно. Это то, что мы вам сейчас показали. Когда тренды не влияют, когда можно найти товар из прошлых и настоящих коллекций, когда можно получить любой товар вне зависимости от того, где живешь. И этот принцип называется авитономика. Мы сами покупаем и продаем на Авито. Например, вот этот ноутбук, на котором я монтирую уже много лет, мы покупали в 2015 году, и все наши старые телефоны мы также продаем
на Авито. Вы часто нас спрашиваете, как можно легко заработать деньги. Нет, это не займы. Просто найдите у себя 10 вещей дома и выставите их на Авито. В общем, если вы хотите стать амбассадором Авито, надеюсь, и у нас получится, и получать интересные бонусы, то снимите ролик, почему вы разделяете принципы авитономики. И ставьте хэштег «Здесь решают люди». Переходите по ссылке в описании, узнавайте подробности, участвуйте в конкурсе. Всем удачи, а мы продолжаем интересные выпуски из Китая. Как нравится? Вот дергает, видите? Развлекуха такая. Так, мы тут обнаружили еще один тренажер. Ой, господи! Вон там, да, все? Ничего себе! Рука держи и вниз держи. Вот так? Там вниз держи, что он тебе здесь попал. Да, да. О, вот это классный. Вообще. Звук, да, такой идет, как будто человек просто. Как будто человек, да. Мне так и показалось, как будто Как на массаже, да? человек ударил. Да. Это тоже функция. Вот такая штука, видите? Там плюсы, минусы. Очень крутая штука, такое ощущение, что как будто бы ты в массажном салоне, тебе прям руками бьют по шее. Друзья, как я понял, мы уже очень много наснимали. В общем, разделяем нашу фотосессию и всякую полезную информацию о Китае, о лечебных процедурах на 2 выпуска. Этот выпуск заканчивается, продолжим в следующем. Лайки ставьте, обязательно подписывайтесь на канал. Все ссылочки на ребят будут тоже в описании под видео. Все, всех целуем, обнимаем и до встречи в следующем лечебном выпуске из Китая. Пока-пока.